Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем детское нарядное платье. Выкройку и расход ткани для такого платья вы сможете скачать по ссылке, которую я вам оставлю под этим роликом. Итак, приступаем к работе. Работать я буду со своей выкройкой. Я вам ее дам в 7 размерах, от обхвата груди 52 до обхвата 68. Как не ошибиться в выборе размера выкройки? Итак, допустим, у нас у ребенка обхват груди 62-64. Мы выбрали эту выкройку, промеряем. Измеряем по линии груди перед и по линии груди спинку в этом размере. У нас получилось 34 сантиметра. 34 умножаем на 2. У нас получается 68. 68 минус 4. И у нас получается наш размер 64. То есть 4 сантиметра это у нас идет на свободу облегания. Распечатывайте выкройку правильно. Контрольный квадрат должен точно соответствовать размеру 5 на 5 сантиметров. Также вместе с выкройкой лифа вы получаете инструкцию по раскрою всех юбок и по расходу тканей. Из каких материалов мы будем шить это платье? Верхние юбки пышные у меня будут 2 из евросетки и 1 из фатина. Изнанка лифа у меня из подкладочной ткани, но вы можете взять натуральную ткань какую-нибудь. Лицо лифа у меня из атласа, и его я буду проклеивать дублерином на хлопчатобумажной основе. Итак, лицевую часть лифа я проклеила дублеринчиком, и теперь выкраиваю детали. Я вам даю выкройку без припусков на швы, поэтому при раскрое добавляйте по всем швам по 1 сантиметру, и по центру спинки добавьте 1,5. Итак, вот наши детали лицевой части лифа, центр переда со сгибом и спинка. На спинке обязательно разметьте выточки. Точно таким же образом, с такими же припусками я выкраиваю подклад лифа. В первую очередь зашиваем выточки и плечевые срезы. Обратите внимание, что по спинке плечевой срез вам придется немного припосадить. Утюжить мы будем на махровом полотенце, чтобы у нас не пропечатались швы. Итак, выточки мы заглаживаем в сторону центра спинки. Вот таким образом. Охлаждать будем деревянной колодкой. Также можно погладить с лицевой стороны, если у вас на утюге есть тефлоновая подошва. Разглаживаем плечевые швы в разутюжку, охлаждаем бруском. Вот так выглядят наши детали лифа. Складываем их лицевыми сторонами друг к другу и собираем по горловине на иголочке. Обязательно совместите все срезы и плечевые швы. Теперь проложим строчку с припуском 1 сантиметр. Вот мы проложили строчку, и теперь нам нужно перестрочить припуск на изнаночную сторону. Мы будем шить в 1 миллиметре от шва по изнаночной стороне. Прокладываем строчку по горловине, перестрачиваем припуск на изнанку. Вот так это сейчас должно выглядеть. Срезаем излишки припуска, оставляем пару миллиметров. И надрезаем вот этот маленький припуск. Каждые 2-3 сантиметра я делаю вот такие аккуратные надсечки. Далее. Теперь также мы должны собрать на иголочке пройму.
Обязательно уравняйте все срезы. И будем шить с припуском 1 сантиметр. Мы проложили строчку, и теперь также мы должны перестрочить припуск на изнанку. Также в миллиметре мы будем строчить от шва. Здесь мы не сможем полностью проложить строчку от начала до конца. Вот сколько у нас будет возможность подобраться на машинке, до той поры мы будем прокладывать строчку. Итак, шьем. Все, дальше у нас машинка не позволяет забраться. Вот, немного не доходя до плечевого среза мы закончили, где-то сантиметров 5 мы не смогли подойти. И с другой стороны по пройме, по спинке мы также перестрачиваем припуск на изнаночную сторону, также прокладываем строчку и также заканчиваем строчку, где-то не доходя сантиметров 5 до плечевого среза. Далее срезаем излишки припуска и надсекаем каждые 2-3 сантиметра припуск. Вот так сейчас у нас это выглядит. Вот у нас незашитые участки. Выворачиваем теперь наш лиф на лицевую сторону вот таким образом. Теперь сшиваем боковые швы, сложили в области проймы сначала, уравняли срезы и вот таким способом собираем иголочками бока лифа и прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр. И теперь разутюжим боковые швы. Теперь берем очень тонкую иголку. У меня это игла для бисера. Также я беру очень тонкую ниточку. У меня это шелковая ниточка. Я прометаю горловину и проймы, сделаю переокантовку лица наизнанку. Вот, я прометала все срезы. Вот так у нас это выглядит сейчас. Вид с изнаночки. Переходим на утюг и отутюживаем срезы. Лиф у платья готов, и мы переходим к юбкам. Сейчас мы сошьем юбки из сетки. У меня в платье их 3. И каждая юбка состоит из 3 отрезков сетки. Я должна сейчас сшить между собой все 3 отрезка. Сшиваем и сразу обрезаем припуск. Оставляем 2-3 мм. И таким же образом пришиваем 3-ю полоску сетки. Теперь находим центр нашей юбочки. Я сейчас вам покажу схематично. Вот наша сшитая полотнище юбки, состоящая из 3 полосок. Вот швы у нас проложены. Итак, складываем наше полотнище пополам и находим центр переда. Ставим здесь булавочку. Так, теперь складываем центр переда с центром спинки. И на сгибе ткани у нас получается линия бока. В этом месте также ставим булавочку. На второй половинке полотнища также мы соединяем центр переда с центром спинки и на сгибе ставим булавочку. Вот у нас линия бока. Обозначили. Здесь у нас также линия бока. Центр переда. И здесь у нас середина спинки. Поделили мы наше полотнище на 4 части.
поставили булавочки, и теперь мы должны с вами прошить от метки до метки отдельной строчкой. Итак, по центру спинки мы отступили от среза 2 сантиметра и прокладываем строчку. Вот наша булавочка. Дошли до булавки, прервали строчку. Булавочку можно убрать. И отступив 2 миллиметра от прежней строчки, прокладываем новую до следующей булавки. И так продолжаем по всему срезу. Вот так у нас это выглядит. Теперь переходим на ровную поверхность, и сейчас мы с вами должны промерить лиф платья. Я нахожу центр переда. Теперь промеряю расстояние от бока до центра переда. У меня получилось 16,5 сантиметров. Теперь промеряю талию спинки и ставлю эти значения. Расстояние талии переда от центра переда до бока и от бока до центра спинки. Вот наши отрезки, на которые мы будем собирать нашу юбку. Вот передняя часть и спинка. Берем одну из наших 3 юбочек из сетки и собираем каждую часть юбки отдельно. Сейчас я соберу часть, которая относится к спинке. Вот на это расстояние я ее собираю на ниточку. Далее я перехожу к части от бока до центра переда, собираю ее на нитку и сверяю расстояние. Если все хорошо, завязываю узелочки. Далее следующая часть переда и часть, относящаяся к спинке. Юбочку я всю собрала на необходимое расстояние. Вот так она сейчас выглядит. И таким же способом мы собираем остальные юбки. Итак, все 3 юбки у нас в сборке. Теперь мы будем пришивать по одной юбочке к лифу. Находим центр переда на юбке. Также находим центр переда на лицевой части лифа. Складываем от бока до бока, ставим иголочку и соединяем центры. Соединяем центр юбки с центром лифа. Поставили иголочку. Теперь находим бок на юбке, там, где у нас оканчиваются ниточки. Вот они здесь торчат. Значит, это наш бочок. Соединяем бок юбки с боком лифа и соединяем также срезы спинки. Далее находим бочок на юбке, соединяем с боком на лифе, и центр спинки также мы соединяем срезы. Теперь распределяем между иголками нашу юбку. Делаем это равномерно и аккуратно. Вот так я собираю полностью всю юбку и перехожу на машинку прокладывать строчку с припуском 1 сантиметр. Я помогаю себе пинцетом. Вот таким образом потихоньку шью. Итак, мы пришили один слой. Вот так сейчас это выглядит. Проложили строчку. Дальше мы соединяем лиф со второй юбкой. Точно по такой же схеме соединяем бока. Центр переда находим. Ориентируемся на вот эти ниточки, которые у нас от швов торчат. Также соединяем бочок и спинку.
Все соединили, и теперь распределим юбку между иголочек также равномерно и аккуратно. Вот я собрала полностью всю юбку на лиф. Вот так это выглядит. Опять переходим на машинку и повторяем наши действия. Таким же способом мы пришиваем затем третью юбку. Вот так постепенно мы пришили все 3 юбки. Вот так сейчас это выглядит. И мы с вами проложим еще одну строчку, чтобы немножко спрессовать этот шов. Вот я проложила эту строчку где-то в 3 миллиметрах от предыдущей. Вот так это выглядит. Теперь срежем излишки фатина. И обработаем срез оверлоком. Вот таким образом мы пришиваем наши юбки из евросетки и фатина. Перед тем, как переходить к нижней юбке, я вам настоятельно советую дать ей отвисеться, поскольку она у нас покроена полусолнцем. Там, где у нас линии по косой, там юбка вытянется. Поэтому дали повисеть 2 дня, подровняли, и только после этого начинаем работать. Обрабатываем срезы спинки и низ юбки. Подшиваем юбку, обернув 1 сантиметр на изнаночную сторону. Переходим к оборке для нижней юбки. У меня 4 части фатина. Мы сшиваем их между собой и делаем одну оборку. Сшиваем их так же, как мы и сшивали с вами сетку. То есть прокладываем строчку и сразу срезаем припуск, оставляя пару миллиметров. После того, как мы сшили все 4 полоски, мы поверху этой единой полосы прокладываем строчку. Но обращаю ваше внимание, что каждую часть мы шьем отдельно. То есть у нас 4 части фатина, и каждая у нас собирается на отдельную нитку. Теперь отутюжим нашу нижнюю юбку и подготовим ее к нашиванию рюшей. Значит, мы с вами сейчас должны отметить, на каком расстоянии у нас будет пришиваться наша рюша. Я ее буду пришивать в 10 сантиметрах от линии низа. Я беру линеечку и по всей длине я отмечаю 10 сантиметров. Я это делаю простым карандашом. Теперь находим центр переда, сложив юбку пополам. Ставлю иголку. Теперь находим бок, соединяем спинку и вперед, и находим бочок. Ставим также иголочку. Сейчас на изнаночке поставлю и перенесу ее на лицевую часть. Так, и находим второй бок. Таким же образом складываем спинку с передом и находим линию бока. Мы разделили юбку на 4 равные части. И теперь промеряем одну из частей по меткам, которые мы с вами проложили на расстоянии 10 сантиметров. Измеряю длину этого участка. 32 сантиметра у меня получилось. Намечаю с помощью иголок длину этого отрезка и собираю каждую из 4 частей нашей рюши на это расстояние. Теперь каждую 4-ю часть рюши распределяем от метки до метки, ориентируясь на размеченное расстояние от низа 10 сантиметров. Затем равномерно распределяем складки сетки и подкалываем иголочками. Все рюши мы подкололи. Теперь переходим на машинку и будем пришивать их к юбке. Шить мы будем не от самого среза спинки, а отступив 5 сантиметров. Вот, от второй иголки мы начинаем строчку, шьем по нитке, которую мы прокладывали на нашем рюше.
закончили шов, не доходя 5 сантиметров до среза спинки. Вот так у нас выглядит нижняя юбка. Вы можете перекрыть этот шов потом косой бейкой. Далее пришиваем нашу нижнюю юбку к изнанке лифа. Находим центр лифа, складываем бок с боком и находим центр, ставим иголочку. Также находим центр на юбочке. Соединяем центр юбки с центром лифа. Обратите внимание, как мы соединяем лиф с юбкой, чтобы рюши наши оказались на лицевой стороне. То есть вот здесь у нас все чистенько, рюши на лице. Итак, теперь соединяем срезы спинки. Распределяем юбочку по лифу. Мы собрали на иголочке и теперь прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр. Юбочка пришита, и теперь мы обрабатываем этот срез оверлоком. Вот так выглядит теперь изнанка платья. Перейдем к вшиванию молнии. Для этого мы должны с вами сначала соединить на каждой детали спинки 3 слоя юбки вместе. Я их собрала иголочками на расстоянии 12 сантиметров от линии талии. И теперь на этом участке я проложу соединительную строчку. И одновременно я пристрочу припуск вниз юбки. Вот таким образом. Вот мы его отогнули и пристрочили по направлению к низу. Теперь берем потайную молнию, прикладываем ее к срезу спинки и смотрим, на каком расстоянии она у нас должна находиться. Вот я сейчас закреплю. Отгибаем кончик молнии, и наш бегуночек должен оказываться в 2 миллиметрах от среза. Вот таким образом. Теперь я распределяю молнию по центру спинки, по срезу и ставлю иголочки. Перехожу на юбку и на расстоянии 12 сантиметров от линии талии вниз я прикрепляю молнию. Затем молнию можно приметать вручную. Пришиваем молнию с помощью лапки для потайных молний. Строчку прокладываем, не доходя 2 мм до среза горловины. Снимаем наметку. Перед пришиванием второй части молнии сделайте на ней отметку место соединения юбки и лифа. Я пришила вторую часть молнии, закрываю ее и смотрим, что у нас получилось. Под молнией у нас юбка еще не зашита. Сначала мы зашьем небольшой участок под молнией, где-то 2-3 сантиметра вместе все слои, а потом у нас пойдет каждая юбочка отдельно. Итак, для начала мы соединим каждую часть юбки, все 3 слоя вместе. Уравняем все срезы, поставим иголочки. Так, соединили. Теперь я покажу, где мы будем шить. Мы немножко зайдем за кончик пришивания молнии, вот сюда где-то на полсантиметра, и сюда где-то 2 сантиметра на юбку мы выйдем. Соединим молнию вдвое, поставим иголочку,
чтобы она нам не мешала сейчас. И переставим иголочки, тем самым соединив 6 слоев. Теперь проложим строчку. Вот так мы сшили все слои юбки. Теперь ставим надсечку вот здесь вот, не доходя на миллиметр до строчки. И теперь мы сможем сшить отдельно каждый слой юбки. От надсечки вниз сшиваем юбки. Срезаем припуски, оставляя 2 миллиметра. Один слой мы сшили, сдвигаем его немного и сшиваем следующий слой. От надсечки до низа. Срезаем припуск. К лицевой части мы пришили уже молнию. Вот так выглядит юбочка зашитая. 3 слоя у нас отдельно. Теперь выворачиваем платье на изнаночную сторону и будем пришивать подклад платья к молнии. Для этого берем молнию, уголочек складываем вот таким треугольничком. Можно даже закрепить иголкой. И теперь нам нужно обернуть подкладом. Заворачиваем его плотно вокруг молнии. Вот таким образом. И ставим иголочку. Зафиксировали. Поставим еще одну. И можно вынуть иголку, которой мы подкалывали молнию. Вверху зафиксировали, переходим к линии талии и очень точно соединяем лицо и изнанку по линии пришивания юбки к лифу. Ставим иголочку. И теперь распределяем между этими иголками ткань подклада и подкалываем его к молнии. Также от талии вниз подкалываем подклад к молнии. Прокладываем строчку. Мы пришили подклад. Вот так у нас выглядит изнаночка. И теперь нам нужно зашить нижнюю юбку. Для начала мы соединим срезы юбки по лицевой стороне, снизу вверх, уравняем срезы внизу, поставим иголочки. И теперь поставим надсечку в 2 сантиметрах от молнии вниз. Длина надсечки около 7 миллиметров. Снимаем иголки, выворачиваем наизнанку и сделаем шов от надсечки до низа юбки. Соединим иголочками и проложим строчку. Юбка зашита. Вот так она у нас выглядит. Молнию мы продеваем в дырочку на изнаночную сторону. Теперь сошьем оборку. Шить мы будем по изнаночной стороне. Прокладываем строчку, срезаем припуск, оставляя 2 миллиметра. Раскладываем юбку на ровной поверхности и подкалываем оборку в то место, где она должна быть пришита. Мы с вами видим метки, которые мы с вами ставили, 10 сантиметров от линии низа. Все уравниваем, расправляем и пришиваем на машинке. Вот таким способом мы закрываем оборку на нижней юбке. И заключительный этап: мы должны сшить вместе припуски лифа. Соединяем бок с боком, выточку с выточкой
И прокладываем строчку, отступив где-то 3 сантиметра от молнии. Строчку прокладываем по строчке соединения лифа и юбки. Мы сшили припуски, 3 сантиметра мы до молнии не доходим. И я вас поздравляю, наше платье полностью готово. Друзья, ссылку на выкройку лифа для этого платья на 7 размеров, а также расход ткани и крой юбок я оставлю под этим видео. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.